блин, ну столько разговоров, столько там, он был не в форме, он был забит. Было очень тяжело. Каждый раз, знаешь, вот сначала он 2-3 раза апелляцию, потом мне поражение дают из-за того, что у меня фол. Потом я иду, даю апелляцию, потом, оказывается, у него до этого был фол. Но для зрителей это просто пушка была. Слышали мы про такого, там, давайте там на определенную ставку поставили деньги и там боролись на руках, я выигрывал практически у всех. Я не буду говорить имя, есть даже чемпион мира, который стал в абсолютке, да, с Дагестана. Я у него выигрывал на тот момент, когда мы были на равных. Спонсор выпуска — компания «Сила Руков». Продукция, которой уже давно пользуются именитые спортсмены. Огромный ассортимент товара. Резиновые петли, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Ручки на лямках, ручки с различными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими другими. Блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании «Сила Руков» можно заказать на сайте silarukov.rf. Есть доставка по России. Также у компании «Сила Руков» есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и оффлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Абдулла Эльдаров, 9-кратный чемпион мира, 8-кратный чемпион Европы и 8-кратный чемпион России, да? Да. А со скольки лет, ну точнее, с какого года вы, получается, выступаете в армрестлинге? Я начал вообще выступать очень поздно, относительно, да, тех возрастов, которые сейчас выступают. Я в 24 года впервые узнал, что есть соревнования такого формата, есть чемпионаты там Дагестана, России, Европы, мира. Вот. В 94 году я случайно, узнав о том, что значит, есть чемпионат Дагестана, попал на этот чемпионат, выиграл, и вот далее пошло, меня было не остановить. До выступления на всяких турнирах, чемпионатах в те годы, 90-е годы, ко мне приезжали с разных городов, там, районов, слышали мы про такого, там, давайте там на определенную ставку поставили деньги и там боролись на руках, я выигрывал практически у всех. Я не буду говорить имя, есть даже чемпион мира, который стал в абсолютке, да, с Дагестана. В последующем чемпионом мира он стал. Значит, я у него выигрывал на тот момент, когда мы были на равных, то есть не зная ни техники. Не было техники, да, абсолютно. Расскажите нам, пожалуйста, про знаменитый, ставший в интернете хайповый спарринг ваш с Артемом Тайновым. Мне тоже очень интересно, что ж там, как все это случилось. Да, понятно, там Артем был, скорее всего, забитый уже на тот момент или не готовый. Как так получилось его выиграть? Ну, смотрите, там как на первенстве России я увидел Артема, мы с ним достаточно давно и хорошо знакомы, и мне бывает интересно побороться за кулисами, хотя я и своим воспитанникам говорю, что закулисная борьба — это просто тренировочный процесс, просто определение своих плюсов, минусов, и мне нужно было в какой-то степени посмотреть, в какой я был в форме. То есть, понятное дело, да, вот я Артему подошел, я говорю: Артем, поборемся? Он говорит: что, надо? Я говорю: надо. И пошли. Все, без никаких вопросов, просто поставили, и там, ну, сами понимаете, образовалась вокруг толпа, Да, камеры. все с камерами, конечно же. Да, и, да, поборолись. Естественно, выводы окончательные я с этого, да, я, конечно, обрадовал, что в какой-то степени я смог ему оказать сопротивление. Почему? Потому что человек такого уровня, Артем Тайнов, значит, с ним побороться практически на равных, скажем так, это для меня это достаточно громко и высоко. Мне нужно было почувствовать свою физическую силу. Так же, как я вот выступал на первом АМС, я приехал туда практически без подготовки, то есть месяц с лишним я позанимался, так, в легкую, можно сказать. И
мне нужно было сделать разведку на Мгм. первом АМС. И также вот я попросил Артема, мы пошли, и ну просто вокруг этой борьбы, блин, ну столько разговоров, столько там, он был не в форме, я был там, так, он был забитый, там все. Это Мгм. было, я на самом деле, да, я полностью согласен с теми, кто говорит, нельзя исходить из этой борьбы. Покажет Мгм. стол, когда мы вот с ним встретимся на соревнованиях, на АМС или там где-то устроить армфайт, вот тогда уже будет понятно, потому что одними силовыми показателями этот спорт, там нужен старт, там нужен психологический подход, там нужно выровнять кисти, там, ну, сами понимаете, что такое армфайт и что такое закулисная борьба. Это одно с другим не сравнивается. Вот. Но то, что мне нужно было с этого поединка, свои Мгм. недочеты я оттуда вытащил. После этого я начал работать над своими прыгающими локтями, там, над верхним дожимом, над кистью в какой-то степени. Вот. Мне нужно было определить свою силу, на каком уровне я нахожусь. Я тоже буквально до выезда на первенство России, буквально за 2-3 дня, я сделал хорошую тренировку, которая мне должна была охватить на эту поездку, скажем так. Вот, я сделал хорошую загрузку, выехал, то есть я тоже был не на пике, Артем тоже был не на пике, это у нас была средняя такая борьба. Но что будет у нас за столом, именно, например, если я пойду на 95, это еще Мгм. большой вопрос, в какой категории я буду, это никто не знает. Потому что мы знаем, как Артем стартует, он очень сильный. Не просто так он выиграл значит, АМС, выиграл и в Турции турнир, Ист-Вест? Мгм. Ист-Вест, да. И это не просто так, это закулисная борьба, это прикидка, это тренировочный процесс. Определить Мгм. кое-какие свои плюсы, кое-какие свои минусы, а полностью делать выводы из этого, это не стоит. И мне даже неудобно бывает даже перед многими зрителями, даже перед самим Артемом. Я на следующий день Артема вижу, уже это видео уже распространилось. Я на следующий день Конечно. Артема вижу, я говорю, Артем, прости, друг, это не я. И он говорит, да, я знаю. Все, как бы мы с ним также общаемся и продолжили это общение. А для зрителей, для зрителей нужны такие моменты, где Конечно, кого-то конечно. там подковырнуть, где кому-то там, где кого заснять именно в удобной позиции, в неудобной позиции. И вот такая борьба. И очень хотелось бы, да, именно с Артемом встретиться, именно либо в армфайте. Но это будет только в том случае, я бы хотел этой борьбы, если я, образно говоря, хорошо выступлю на АМС в категории 85, и он выступит в категории 95, Мгм. и вот уже потом мы можем говорить о наших там дальнейших файтах. А так он, да, разносторонний спортсмен, с ним будет очень тяжело именно на соревнованиях. Друзья, при занятиях спортом, в частности армрестлингом и пауэрлифтингом, организм остро нуждается в дополнительном поступлении витаминов и минералов для лучшего восстановления и преодоления плато. Так какие же витамины выбрать? Мы советуем вам витаминный комплекс для брутальных мужчин Супермен от Matrix Labs. Супермен от Matrix Labs – это 22 витамина и минерала в одной капсуле. Мужские дозировки, например, витамина D3 2000 единиц, как в отдельной добавке. С помощью данного комплекса вы сможете увеличить выработку собственного тестостерона, что в разы увеличит ваши силовые и скоростные качества. В комплексе используются только активные формы витаминов для лучшего усвоения и эффекта. Одной банки хватит на 3 месяца, есть сертификаты и документы, подтверждающие качество продукта. Более 2000 положительных отзывов и недорогая цена при высоком качестве. Переходите по ссылке в описании на Озон, заказывайте и прогрессируйте. А расскажи про АМС свои последние. Кто для тебя был самым тяжелым, кроме Сереги Богословова? Ну, знаешь, самый тяжелый. Ну, я проиграл Ибрагиму только. Да, а так другие соперники я очень легко прошел. И Сергей Богословов
тоже, да. Сергей Не знаю. Богослов заслуживает отдельного упоминания. Расскажи про вот этот вот армфайт. Как там все было, вот с твоей точки зрения? Мы все видели эти видео, Сказать, знаешь, перебарывались. Да-да. да, ну, просто, знаешь, там максимально, там, если так мы будем говорить, то каждый второй поединок можно зацепиться за что-то, потому что не бывает такого идеально, там где-то что-то, там где-то фальстарт. Поэтому просто я понимаю Сергея, так как он хотел в тройку войти, поэтому он максимально пытался, знаешь, вот зацепиться за счастье, как говорится. Но я был чуть-чуть ментально больше готов, да. Хотя было очень тяжело. Каждый раз, знаешь, вот сначала он 2-3 раза апелляцию, потом мне поражение дают из-за того, что у меня фол. Потом я иду, даю апелляцию, потом, оказывается, у него до этого был фол, потом обратно. Знаешь, вот это прям такой прям волнительный, да. Но для зрителей это просто пушка была, ну, просто Да. обалденное явление. Да, я прям сам зарядился. После даже этого турнира у меня не было такого, знаешь, разочарования в себе, потому что все равно я всегда, когда куда-то езжу, да, конечно, я хочу стать первым. А тут третий стал, но все равно мне было так приятно, что я мог. Приятно не из-за того, что я хорошо поборолся, а из-за того, что я ментально смог как-то выдержать вот этот весь такой наплыв. Поэтому, А да. вот Сергей, он вообще какой? Ну, по борьбе он такой неудобный, вязкий или вот... Ну, мне кажется, что он мне очень удобен. Потому что в крюк прыгает сразу в глубокий, да, и как бы там... Да. У него очень хорошая статика. Он очень хорошо держит в статике, в защите, да. Но ему чуть-чуть надо динамику подключить. Бок ему надо больше делать. Даже подскажу, если, не знаю, он будет смотреть или нет. Сергей, делай бок по диагонали, закрученной кисти. Бок по диагонали. Мы передадим Сергею Богослову это. А так, с верховиками он прям легко справляется. Он сильный, такой очень крепкий, опытный, крепкий прям. Просто мне чуть-чуть, я думаю, я выносливее, чем он. Поэтому, да. А так было очень тяжело. Я уверен, что если мне дали бы арфайт, кто борется в круге, это было прям нереально такая заруба. Прям очень мощно было. Потому что всегда, сколько попадался, даже с кем я? С многими круговиками я попадался, вот топово, даже с Иваном Матюшенко мы боролись на правую руку. У нас такая заруба была, 2 минуты боролись. Надо Вообще. пересмотреть, интересно. Да, в Ютубе, да, интересно. А с Ларатом хотел? Тоже круговик? Не, Ларат меня выиграет. Он просто передержит. За счет чего? Что, по-твоему, в Ларате такого неудобного? Я думаю, на крюк зайду с ним. Да. Крюк зайду. Знаешь, вот бывает такое, когда ты борешься, вот примерно неподвижные. Когда ты делаешь изометрию неподвижно, вот что-то, и ты просто не чувствуешь свою руку. Ты вообще прям, у тебя есть сила, но ты не чувствуешь эту силу. Ага. Вот тоже было, когда Ларат боролся с Евгением Прудником. Но он просто не мог чувствовать свою силу. А хотя тот момент Прудник был очень сильный. Я думаю, до Ларата мне надо еще много-много тренироваться, чтобы его выиграть. Вопрос от автора канала. Что Адам думает о соревнованиях инвалидов, которые наши подписчики говорят, что инвалидов не нужно показывать, это не эстетично? Вот такой вот вопрос у нас. Если честно сказать, если у меня была бы возможность, я делал бы турниры для инвалидов с хорошими призами. Они больше заслуживают эти призы, чем мы, потому что у них, жизнь чуть сложнее. Всевышний их так создал, это испытание. Но я думаю, они намного больше заслуживают, чем мы. Да? Поэтому те, кто так говорят, не знаю, у них что в голове, такие бессердечные люди. Поэтому я прям поддерживаю. И когда смотрю на них, мне прям приятно бывает. У меня, знакомый тоже выступает. Я считаюсь, с Ингушетии тоже. Но я смотрю, он от этого, он от этого кайфует, прям, знаешь, ему приятно. Когда видишь, он уже видит цель. Ему хочется, знаешь, что, если он будет дома сидеть и просто сидеть, ничего. А сейчас у него есть цель, тренируется,
пашет там туда-сюда, сейчас тренером устроился. Поэтому я думаю, что они намного больше заслуживают, чем другие спортсмены. Если, была бы моя воля, то я для них делал бы турниры с призовыми. А мы уже в начале мая проводим турнир армфайтов «Стальные руки» с участием спортсменов-инвалидов и очень надеемся на вашу помощь в проведении турнира. Давайте все вместе устроим ребятам праздник. Просим вас всех поучаствовать в этом добром деле. Все средства, которые вы перечислите, пойдут на оплату проезда, питания и призы победителям. Помочь нам можно, отправив любую сумму по номеру телефона, к которому привязана карта 8 920 177 55 61. И помните, добрые дела всегда возвращаются. А на этом все. Подписывайся на канал, ставь лайк, если понравился ролик, пиши свое мнение в комментариях, мы все читаем. И не забудь поделиться этим видео у себя в социальных сетях, это важно для нас и алгоритмов YouTube. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинятуллин Руслан. Ну а текст читал Берсеркер 13, Курбанов Эрик. Подписывайся на мой канал, ссылка в описании.